Всем привет! Вы на канале Евгений Гайд, и это прохождение 7-го этажа мистического царства в Тарисленд, и мы начинаем. Нас встречает сегодня болото Мирфолков, достаточно несложный данж. Фокусим рыбу, чтобы не призывала подмогу, фокусим вожака, чтобы он не хилил своих союзников. В принципе, на этом 3 пака у нас будут повторяться, перед боссом я имею в виду, конечно же. Фокусим рыбу. Сбиваем косты вожаку. Аффикс у нас сегодня аннигиляция и 3 скилла подряд, так как у нас начался 2-й сезон. И добавляется 2-й аффикс, который все видели ранее в режиме поиска или сбора группы. Танк решил нас не дожидаться, в связи с чем можно сказать ему спасибо, так как мы не успеваем его продамажить со старта. Но, в принципе, это не мешает нам его убить. Босс достаточно легкий. Зовут его Фрейзер. Аннигиляцию схлопываем. Сбиваем каст на отхил себя. И продолжаем его пинать. Босс запускает нас ледяную бомбу. Хотя это на самом деле ледяные стрелы, либо фростболты. Как-то так. Призывает адов, которых мы просто заливаем ауешечкой. То есть не свичимся в них, хотя там есть вожак. Да, мы можем услышать от игрового голоса, что нужно сбить каст. Этим мы и занимаемся. В принципе, один из ДДшников, конечно же, может подсейвить все это дело и переключиться на вожака, не забывая про ауешку, чтобы хоть как-то пинать босса. А мы продолжаем уворачиваться от фростболтов. У босса остается половина хп, то есть мы на верном пути. Вот очередной вожак. Смотрим, если мы фокусим босса, да, так на всякий случай, что вдруг тот начинает кастовать. Но сами сбиваем боссу хпшечку, а не успели. Такое бывает. Соответственно, бой чуть затянется. То есть, если кто-то не сбил каст, просто затягивается бой, это не критично, это не испытание. В этом ничего страшного нет. Мы просто бьем босса и более сосредоточенно следим за тем, чтобы сбивать косты. Соответственно, да, перед началом вообще этого подземелья, этого ключа или чего-либо, убедитесь, что у вас есть сбитие костов, но это, соответственно, высший навык, так как будут еще мобы, которым надо будет сбивать косты на всякий пожарный. Ну и, в принципе, мы добиваем босса. Ничего сложного, как видите, не оказалось в этом. Он легко запинывается. Аннигиляцию сейчас просрут, естественно. Зачем же нам за ней следить? Ну, тут все просто, да? Видели, что аннигиляция нам снимает всего лишь половину хп. Хил это должен выхиливать, но чтобы не напрягать человека, так как он и так играет на классе малопопулярном, но очень необходимым, то стараемся ему помогать, аффиксы схлопывать и так далее. Следующий босс. Моби Дик. Ну, либо Вуби Дип. Аж язык сломался, пока разговаривали. То же самое. Выходим из волн. Следим за тем, чтобы нас откидывало удачно рядом с хилом. Вылетаем из паутинки, чтобы нас не продамажило. Ну и главный момент, нужно грамотно позиционировать, так как мы сейчас все дружно попадем под АОЕ зону. Ну, это вы сейчас увидите, соответственно. Продолжаем. Я побежал не в ту сторону, так как надо было перекрыть аннигиляцию. Вот это void зона, из которой надо выбегать, причем заранее. Меня до хрена что влетело, мой косяк, не посмотрел. Продолжаем бить босса. Фиолетовые void зоны раскладываются у нас по часовой стрелке. Соответственно, сейчас, где я стою, она будет каститься. Но это чуть позже. Продолжаем пинать босса. Не напрягаясь, выходим из всех лужечек, которые он нам раскладывает. Аннигиляцию должны успеть схлопнуть, и это не успевают сделать. Волна
сейчас никого не задевает. Но в Void-зону мы опять попали, но зато достаточно быстро вышли. Плюс нам повезло, не было проблем с аннигиляцией. Опять паутинка из волн, мы стоим в сейф-зоне, дамажим босса и не паримся. Ключевой момент на этом боссе. Вот эта фиолетовая Void-зона, которая у нас остается до конца боя, сигнализирует нам о том, что данный босс является ДПС-чеком. Если мы его не успеваем добить за время, которое нам отведено, хотя таймера нет, то вся наша площадка будет залита Void-зонами, нас продамажит, хил не справится с отхилом всей группы. Соответственно, это будет вайп. Но в принципе нашего гира 102 на все это хватает. Мы продолжаем пинать адов, потихоньку перемещаясь к боссу. В данный момент мы должны фокусить шамана. Он призывает всякое разное говно, из которого надо убегать. Но давайте обратим внимание на сферки, которые он призывает. Эти сферы будут на боссе. Их нужно забирать как можно скорее, так как они намапают урон. Но в тот же момент, если босс их поднимет, или ад в предыдущей части, то он апнет урон адом. Ну, соответственно, боссу в нашем случае, если мы здесь протупимся. На меня кидается аннигиляция, я бегу к танку. Танк все правильно делает, что стоит на месте и не двигается, тем самым спасая нас от клива перед боссом. Ну и быстренько запинываем телохранителей. То есть основная механика здесь клиф от босса, который влетает только в танка, да, он не рандомно идет. Соответственно, танк его держит постоянно жопой к нам. Телохранители, которые идут ломать ледяной столб, этого нам тоже нельзя допустить. Небольшая ауешечка от босса. И сферки, как я говорил ранее, поднимаем их, стакаем себе урон, продолжаем пинать босса и повторяем все по кругу. Призываются телохранители, которых мы быстренько шотнем, без какого-либо геморроя. Я сказал шотнем. Все. И продолжаем пинать босса, не забывая поднимать сферки. Собственно, в принципе, гир у нас достаточный для прохождения простого 7 этажа, не в режиме испытания, так как испытания на предыдущих видео я озвучивал, что лучше проходить в другом данже и подгадывать аффиксы. Поэтому сейчас два варианта у нас. Либо мы одеваемся в 110, выбиваем статы и потом проходим испытание, либо мы мучаемся и сразу же это делаем. Скоро выйдет ролик по 6 этажу в режиме испытания, достаточно простенький, не сложненький, как оказалось, так как это был лагерь Корлеан, о чем я всегда топил, что это самый легкий данж для выполнения достижения, чтобы получить очередного летающего маунта. Поэтому подгадываем, проходим. А сейчас не забываем брать сферки. Дальнюю я решил, которая вот справа идет, не брать. Это поможет танку. Аннигиляцию схлопнули, добили босса. И мы молодцы. На этом все. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, и до скорых встреч!